Всем привет! Сегодня запишем вот такой вот, разберем такой вот узор. Он подойдет для футболок, для кардиганов, кому будет как удобно его применить. Сегодня я буду с вами от и до. Приступим. Значит, он состоит из 22 петель и 12 рядов. Если будете вязать отдельно, делайте скрин экрана и приступим. Я набираю петли по-своему. Может, кому будет интересен этот набор. Так, направо. 2, 3, 4, 5, 6. 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20. И 2 кромочные еще добавок. Вот. Вот так. Что я перебрала? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Нет. В общем, приступим. Первый ряд я всегда провязываю, потому что петли, они идут немножечко как расхлябанные, неудобно на них вязать. Сразу начинать с узора, поэтому первый ряд просто лицевые всегда вяжу. Вы можете набирать так, как удобно вам. Может, у вас есть свои удобные наборы петель именно для вас. Так, первый ряд всегда он такой сложноватый, потому что петли приступим к вязанию раппорта узора. Значит, смотрите, первый ряд узора идет с наклоном влево 2 вместе и с наклоном вправо, плюс накиды. Я сейчас покажу, как это будет выглядеть на самих спицах. Значит, мы начинаем узор. Первая петля идет кромочная, мы ее просто снимаем, делаем накид, затем в узоре идет 5 лицевых. Так, 5 провязали. Теперь, чтобы красиво ложилась первая петля, мы ее переворачиваем и ложим по направлению влево, провязываем 2 вместе. Затем опять 5 лицевых. Я вяжу классическим, поэтому мне немножко петли идут 2 вместе, когда наклон вправо, я захватываю как бы с левой стороны.
и 2 вместе. И эта петля будет смотреть в другую сторону идти. Так, сейчас 5 лицевых. Пять накид и 3 лицевых. Получается последняя кромочная провязываем всегда изнаночной. Значит, изнаночный ряд в этом узоре нет лицевых с изнаночной стороны, поэтому все петли мы провязываем до конца ряда изнаночными. И так во всех рядах. Накиды тоже провязываем изнаночными. Накид и кромочная тоже изнаночный. Далее у нас идет третий ряд. Третий ряд уже идет сдвиг на одну петлю. То есть вяжем первую кромочную, затем лицевая, делаем накид, 5 лицевых. Видите, пошло сдвигаться узор как бы на одну лицевую, но при этом соблюдается расстояние 5 петель между двумя вместе. Теперь 2 вместе в левую сторону наклон. Видите, петельечка ложится желобком. Затем 3 петли лицевых, 2 вместе вправо наклон петель. Мы ничего не переворачиваем, когда делаем вправо. 5 петель идет лицевых, накид, и здесь тоже как бы сдвинулась петля, и последняя кромочная. Значит, изнанка изнаночными, накиды. Первую снимаем петлю кромочную и до конца ряда. Так, провязали. Последнюю тоже изнаночная у нас идет. Следующий ряд, пятый, уже идет опять на одну петлю сдвиг. Значит, уже 2 провязываем лицевые, накид, 5 лицевых, 2 вместе влево, переворачиваем первую петлю, наклон, 1 лицевая и 2 вправо. Здесь провязываем 2 вместе просто лицевой. 5 петель лицевых, накид и 5 петель до конца ряда лицевыми, кроме последняя изнаночной петлей кромочная. Изнаночный ряд. Так. Все провязали. Кромочная, изнаночной, последняя петля. Значит, первую петлю сняли кромочную, затем идет уже 3 лицевых,
Это у нас 7 ряд. Накид 5 лицевых. А здесь мы меняем. Здесь переход идет. Значит, мы провязали 7 ряд. Это получается у нас переходим на другой треугольничек. Поэтому сейчас будет немножко меняться по узору. Переодеваем первую петлю. 2 вместе провязываем лицевой. И следующие 5 петель. 2 вместе лицевой с наклоном вправо. 5 петель лицевых, накид и изнаночной. Так, теперь у нас изнаночный ряд, изнаночные петли до конца ряда. Последняя кромочная. Значит, следующий ряд, 9. Так же само сдвигаем. Первая кромочная, затем уже на одну больше лицевую, 4 петли накид, 5 лицевых, следующие 2 вместе с наклоном влево. Первую разворачиваем петлю, 3 лицевых, 2 вместе с наклоном вправо, лицевой, и 5 петель, накид, лицевая и изнаночная кромочная, последняя. Так, дальше у нас идет изнаночный ряд. Мы вяжем его изнаночными петлями. И 11 ряд в этом раппорте. Получается, опять первую снимаем, провязываем 5 лицевых, накид, потом 2 вместе разворачиваем петлю с наклоном влево, лицевая, 2 вместе, 5 петель лицевых, накид, 2 лицевых и кромочная. Вот такой вот получается раппорт. В изделии это смотрится очень красиво. Вяжите. Всего хорошего. Спасибо за внимание.